В небольшом, легком, но дружелюбном городке в пригороде Вирджинии, известном своими теплыми, заботливыми и добрыми соседями, жила девушка по имени Зои. Ей было всего 16 лет, но несмотря на свой юный возраст, прямо на пороге своего взросления, она уже проявляла удивительную доброту и сочувствие к окружающим. Зои могла проводить часы, помогая другим, и всегда искала способы сделать мир вокруг себя чуть лучше, даже если это были всего лишь маленькие поступки. Однажды, возвращаясь из школы в тот дождливый и серый день, она заметила бездомного мужчину, сидящего на тротуаре с протянутой рукой и печальным, усталым взглядом, полным тоски и боли, будто бы в его глазах заключалась вся горечь, страдание и печаль окружающего мира. Его одежда была изношена и грязна, а лицо заполировано глубокими морщинами, которые рассказывали о трудных днях и ночах, проведенных на улице, не поддающимся ветер, постоянной неизвестности и человеческой изоляции. Несмотря на то, что у Зои был всего один сэндвич, который она старательно приготовила для себя на обед, она не могла оставить этого несчастного мужчину без внимания. «Он выглядит таким голодным», – прошептала она себе, ощущая сильное желание помочь. Ее сердце заполнилось глубоким чувством compassion, ярким ощущением, что она может изменить хоть что-то в его жизни. С некоторой неуверенностью, но решимостью, она подошла ближе к бездомному и, сжав сэндвич в руках, предложила его мужчине, которого никогда не видела раньше. Мужчина не мог поверить своим ушам, когда Зои с искренней теплотой в голосе поставила перед ним тарелку с сэндвичем. Его глаза заполнились слезами, и дрожащим голосом он поблагодарил ее, словно ее маленький жест доброты стал для него спасением. В тот самый момент Зои ощутила, что сделала что-то действительно значимое. Эта маленькая доброта, казалось, освещала его пасмурную жизнь, и она не могла даже представить, что ее искреннее желание помочь запустит невидимую цепочку событий, которые изменят не только ее собственную жизнь, но и жизни множества людей вокруг. На следующий день, когда Зои вернулась домой из школы, она быстро заметила, что ее отец Чарльз выглядел особенно взволнованным и обеспокоенным. Это было заметно по его мимике и тону голосом, который прямо выдавал его внутреннее состояние. К их двери подошли двое полицейских, и один из них, офицер Крейг, немедленно спросил о Зое, ее имени и местонахождении. Чарльз, смущенный и слегка настороженный, спросил, почему полиция ищет его дочь. И уплотняющиеся переживания начали вызывать его сердце стучать чаще, как будто оно предчувствовало какие-то неприятности. Полицейские настаивали на разговоре с Зоей, объясняя, что они должны задать ей несколько вопросов, связанных с ее недавней встречей с бездомным. В данный момент Чарльз почувствовал, как его ужасное предчувствие окутывает его, словно черные перчатки, и его мысли начали роиться в голове, пытаясь понять, что могло произойти и какие проблемы могли возникнуть у его дочери. Собравшись с мыслями и пытаясь отвести эти темные предчувствия в сторону, Чарльз впустил полицейских в дом, но его голова была полна вопросов и переживаний. Когда Зои спустилась вниз, чтобы встретиться с полицейскими, она почувствовала атмосферу напряженности и слегка неловкости в комнате. Один из полицейских, Крейг, начал задавать ей вопросы о ее маршруте в школу и обратно, о том, соблюдала ли она правила безопасности, которые обсуждали на уроках. Зои, чувствуя себя некомфортно под пристальным взглядом взрослых, ответила всей честью, чтобы смягчить ситуацию, рассказав о том, что она действительно отдала свой обед, этот единственный сэндвич, бездомному мужчине. Офицер внимательно выслушал ее, и, несмотря на серьезную атмосферу, Зои показалось ему искренней, что хоть немного уняло ее страхи. После короткого, но продуктивного разговора полицейские ушли, оставив Чарльза с тяжелым чувством предчувствия, словно над ними повисла темная туча, способная в любой момент разразиться грозой. Оставшись наедине с Зоей, Чарльз, глядя ей в глаза, решился задать вопрос, который беспокоил его больше всего. «Почему ты отдала свой обед бездомному?» Зои с легкой улыбкой, но с чувством уважения, спокойно ответила, что он был голоден и выглядел несчастным.
Ее доброта казалась ему одновременно чудесной и слегка неразумной. И в этот момент он почувствовал, что это было замечательно, но все же немного опасно. «Ты должна быть осторожной. Не разговаривай с незнакомцами», – предупредил он с нарастающим чувством заботы, пытаясь сохранить баланс между защитой и доверием, ведь это была не просто фраза для успокоения, а его искреннее беспокойство о безопасности дочери. Он хотел, чтобы Зои осознала, что исследование мира может быть опасно, и вежливо, но настойчиво призывал ее быть максимально бдительной в любой ситуации, которую она может встретить. На следующий день, осознав важность безопасности своей дочери, Эрин, мать Зои, приняла решение провести ее в школу, чтобы на практике удостовериться, что все в порядке. Во время их пути она осторожно спросила Зои о бездомном мужчине, о том, как он выглядел и как, возможно, отреагировала бы ее дочь на его судьбу. Зои, не понимая, почему ее мать так сильно беспокоится по этому поводу, с легким беспокойством ответила, что он просто выглядел голодным и грустным, и ее сердце наполнилось пониманием, но в то же время беспокойством за судьбу незнакомца. Эрин, как чудесно заботливая мать, была удивительно обеспокоена и не могла удержаться от мысли о том, что ее дочь могла бы оказаться в небезопасной ситуации. Ее мама инстинктивно ожидала, что ее дочь столкнется с чем-то более серьезным, что угрожает ее безопасности. Когда они подошли к месту, где обычно сидел бездомный, Зои заметила его отсутствие, и пустое место, где он всегда оставлял свои вещи, заставило ее сердце сжаться от волнения и тревоги. После того, как Эрин оставила Зои в школе, ее тревога только усилилась. Она решила вернуться к тому месту, где обычно сидел бездомный, в надежде узнать о его судьбе. Она не переставала размышлять о том, что могло с ним произойти, и чем больше она думала, тем сильнее ее опасения становились. Однако, оглядевшись, она обнаружила, что палатка, являвшаяся его домом, была пуста, и ее сердце заполнилось тревожными предчувствиями, как будто невидимый груз давил на ее грудь. Где же он мог быть? Раздавались в ее голове тревожные вопросы, подогревая воспоминания о его печальном взгляде и всей боли, которую он, возможно, испытывал в своей жизни. Чувствуя, что за ней кто-то наблюдает и волнение нарастает, она ускорила шаги, направляясь обратно к своему дому, где, как ей казалось, ее ждало спокойствие и уют. Но даже мысль о том, что она может оставить его одного, терзала ее. Когда Эрин добралась до дома, чувство облегчения постепенно охватило ее, но беспокойство о судьбе бездомного мужчины не проходило. Она не могла сосредоточиться на своей работе и только терзалась, думая о том, что, возможно, могла бы сделать больше. Включив компьютер, она пыталась погрузиться в свои обязанности и сосредоточиться на задачах. Но мысли продолжали возвращаться к тому, что случилось с мужчиной. Внезапный стук в дверь отвлек ее от напряженного раздумья, заставив сердце стучать быстрее. Поднявшись с места, она медленно подошла к окну и заглянула наружу с надеждой увидеть знакомый силуэт. Эрин увидела силуэт бездомного, который стремительно удалялся вдали от ее двора. Осознавая, что ее с добротой жест и желание помочь могли привести к таким последствиям, она почувствовала, как решимость возобновилась внутри нее. С желанием разузнать всю правду о его судьбе, не раздумывая, она бросилась на улицу, полной решимости разобраться в том, что происходит. Эрин с полной решимостью выбежала на улицу, стараясь поймать мужчину, но тот уже стремительно скрывался за углом, оставляя ее с мистическим беспокойством и неразрешенностью ситуации. Вернувшись домой, она была разочарована тем, что не смогла совершить свое намерение, и ее внутренние беспокойства усилились. Она чувствовала, что должна постепенно распутать этот клубок событий, который возник в душе их семьи, и на этот раз решила обсудить эту ситуацию с Чарльзом. Возможно, ему удастся прояснить образовавшуюся тревогу и справиться с настроением их дочери Зои, которые стали невыносимо тягостными. Эрин позвонила ему, быстро рассказав о происшествии. Ее голос отдавал тревогу и панические нотки, когда она пыталась объяснить, как она пыталась сделать все возможное, чтобы помочь бездомному, и выразила свои опасения по поводу этой ситуации. В результате обсуждения Эрин и Чарльз пришли к единому решению.
Чарльз заберет Зои из школы, чтобы обеспечить ее безопасность. Это было решением, которое они приняли совместно, включая в него свои беспокойства и заботу о будущем их дочери. Чарльз, сидя в офисе и сочетая между собой рабочие дела и заботы о семье, позвонил своим коллегам, чтобы обсудить несколько мер, которые они могли бы предпринять для защиты своих детей от потенциальной опасности, связанной с бездомным. Его тревога росла, как снежный ком, и вскоре его друг и коллега по работе, Аарон, поддерживал его на каждом этапе этого обсуждения, разделяя его беспокойство и страхи, что произошло с их дочерью. Когда Чарльз и Зои вернулись домой, он упомянул, что бездомный не вернулся на свое привычное место за день. Зои по сложившимся обстоятельствам выразила беспокойство за мужчину, несмотря на нарастающее напряжение и тревогу в их семье. «Почему ты так переживаешь за него?» – неожиданно спросила она, удивляясь, почему ее отец так сильно реагирует на судьбу незнакомца. Чарльз, видя, что его дочь была наполнена всей этой искренней заботой и состраданием, почувствовал, что, несмотря на исход всей этой ситуации, одна сторона была правильной. Тем не менее, он все же не мог игнорировать свою одержимость к их безопасности, и поэтому принял решение, что пришло время привлечь полицию для дальнейшего выяснения ситуации с бездомным. Чарльз собрал все свои мысли, сложил их и неоднократно взял в руки телефон. И, наконец, после долгих раздумий, решился позвонить полиции. Он объяснил им свои тревоги и вопросы относительно бездомного и о том, что они заметили, как он исчез. Полиция подтвердила, что данный мужчина привлек их внимание по серьезной причине, и они начали собирать всю информацию и детализировать события. Чарльз, чувствуя, что проблема становится более серьезной, чем он первоначально ожидал, понял, что теперь уже нужно самому попытаться найти бездомного и взять на себя ответственность за эту ситуацию. Чарльз начал поиски бездомного по окрестностям, обыскивая улицы и темные углы своего района, стараясь не упустить ни одной детали. Наблюдая, как свет вечернего солнца постепенно угасает, он искал мужчину до позднего вечера, но безрезультатно. Проходя мимо одного из парков, его взгляд упал на темный угол, и он понял, что он нашел то, что искал. Тусклый силуэт сливался с окружающим фоном, и в голове Чарльза промелькнула короткая молитва о том, что он действительно найдет его, давая надежду на случайное благополучие. Он наконец-то нашел бездомного, сидящего на земле. Все еще с тем же выражением лица, что и тогда, когда Зои отдала ему сэндвич, полным ожидания и тоски. Чарльз подошел к бездомному и, чувствуя определенное волнение, представился, сказав, что он – отец Зои. Бездомный сначала испугался. Его глаза наполнились страхом. Но, увидев искренность в глазах Чарльза, его страх постепенно начал исчезать. Это был момент, в котором оба мужчины почувствовали, что они стоят на перепутье, и от этого момента все изменится. Чарльз, понимая, что этот человек все еще нуждается в помощи, предложил ему сесть в машину и отвезти в больницу для проверки здоровья, убедившись, что с ним все в порядке. Это путешествие к помощи стало для обоих мужчин важным шагом. Как для Эдди, так и для Чарльза, ведь они оба перед собой ставили ответственность. Когда они прибыли в больницу, бездомный объяснил, что сбежал из-за финансовых расходов на лечение. Чарльз с интересом слушал, а его мысли о жизни этого мужчины начали наполнять его ум. Полицейские, которые ожидали на месте, нашли его и начали объяснять, что искали его, чтобы предложить новую программу медицинского обслуживания для бездомных, важную программу, которая могла помочь ему покрыть все медицинские расходы, о которых он, возможно, даже не догадывался. Это новшество стало и для Чарльза, и для бездомного неожиданной, но важной новостью, которая могла оказать огромное влияние на их дальнейшую судьбу. Полиция более подробно объяснила, что это часть новой программы помощи, которая делала важные шаги для помощи людям, страдающим от разных бед, и предоставляла им надежду, о которой они даже и не мечтали. Бездомный, которого звали Эдди, почувствовал облегчение от того, что о нем кто-то заботится, и, несмотря на свои опасения, согласился на лечение.
чувствуя, что в его жизни наконец-то появился шанс на новое начало. Чарльз, слушая Эдди и другие комментарии полицейских, ощущал, что они направляются на правильный путь, и что их помощь рано или поздно станет решающим шагом в жизни Эдди. Далее Чарльз и Аарон активно помогали Эдди разобраться с подачей заявления на участие в программе поддержки здравоохранения. Они провели много времени, обучая его всем необходимым шагам, которые могли бы привести к новым возможностям в его жизни. Чарльз осознавал, что чтобы восстановить утраченное доверие и эмоциональную безопасность Эдди, им нужно потратить время, чтобы убедиться, что у него есть все необходимые навыки. Вместе они также помогли ему найти работу, связываясь с местными знакомыми, исследуя объявления о вакансиях и даже общаясь с теми, кто мог бы предложить ему возможности, которые он даже не смел бы мечтать. Со временем, пройдя несколько собеседований с разными работодателями, Эдди получил приглашение на интервью и, как бы это ни звучало удивительно, предложение о работе в соседнем магазине, что стало важным шагом на пути к его стабильности и нормальной жизни. Со временем Чарльз и Аарон, осознавая, что Эдди нуждается в еще большем внимании и заботе, помогли ему найти квартиру. Это был важный и значимый момент для Эдди, так как он подписал договор аренды и почувствовал, что его жизнь наконец начала меняться к лучшему, как будто его мечты начинают сбываться. Эдди был потрясен, а его сердце заполнилось огромной благодарностью за возможность начать все сначала. Эта новая возможность давала ему надежду на светлое будущее, и он был готов работать ради своих сокровенных мечт о нормальной и стабильной жизни, оставив позади прежние трудные времена. Изменение Эдди стало очевидным. Он стал источником радости и вдохновения для Чарльза, Аарона и Зои. Вместо того, чтобы оставаться в одиночестве, как это делал ранее, он стал активным участником их жизни, поднимая всем настроение и внушая силу друг другу. Эдди взял на себя роль дяди, являясь опорой для Зои и выходя на школьные мероприятия, в которых она принимала участие, вместе с ней проводя выходные и запечатывая это время в объятиях заботы и поддержки. Все это укрепляло их взаимопонимание и привязанность, показывая, что иногда помощь приходит в самых неожиданных формах и от самых неожиданных людей. Эдди стал важной частью их семьи, и его заботливое отношение к ним принесло любовь и поддержку в дом Чарльза, где каждый стал чувствовать себя гораздо лучше и радостней. Зои была рада видеть, как ее доброе дело, когда она тогда отдала сэндвич бездомному, привело к таким положительным изменениям в жизни Эдди и всей их семьи. Она с удовольствием проводила время с Эдди, не предполагая, что сама стала началом его нового пути, который мог бы показать ему свет в конце тоннеля. Каждый новый день был наполнен радостью и смехом, и эмоции замечательных моментов слепили их в одну крепкую и сплоченную семью. Чарльз, Аарон и Эдди не могли поверить, как сильно жизнь изменилась благодаря небольшому простому поступку доброты, и каждый из них стал более открытым и отзывчивым к проблемам, с которыми они сталкивались каждый день. Таким образом, благодаря этому смешанному творению любви, помощи и взаимопонимания, Зои открыла совершенно новые стороны своей жизни и новые пути для Эдди, который строил свое счастливое существование и все больше осознавал важность поддержки, благодаря своему новому окружению. Эта история лучше всего демонстрирует, что добро действительно может изменить судьбы, и даже самый маленький акт доброты может привести к величайшим переменам в мире вокруг нас. Каждый из нас способен на такие поступки, как Зои, и иногда изменение действительно начинается именно с нас, когда мы решаем быть добрыми и внимательными к тем, кто нуждается в нашей помощи.